humanity. Так вот, мне посчастливилось увидеть вот это, и я подумал, что это было интересно, учитывая контекст. Хорошо, использование эфириума снизится, если блокчейн не увеличит свою скорость. Это сообщение поступило от Банка Америки. Теперь мы знаем, что Bank of America является партнером Ripple, и мы знаем, что JP Morgan является частью альянса Ethereum. Интересный момент, который делает здесь Bank of America, заключается в том, что у них не должно быть кожи в игре. До сих пор сеть имела свое преимущество в качестве платформы, на которой разработчики могли бы создавать приложения, говорится в отчете банка. И поэтому мы знаем, что блокчейн Ethereum остается доминирующей операционной системой для децентрализованных финансов или DeFi, потому что до недавнего времени существовало мало альтернатив, говорится в отчете Bank of America. Однако банк заявил, что действительно ожидает принятия опционов Ethereum, и замедления использования, если блокчейн не сможет увеличить свою пропускную способность. Добавив, что разработчики приложений, вероятно, выберут другие сети для развития. В криптографии пропускная способность определяется количеством транзакций, которые блокчейн может выполнить за 2 секунды. Так что я имею в виду, учитывая, что Bank of America является партнером Ripple. Они, очевидно, уже должны знать, или, по крайней мере, вы знаете, криптографический аспект их организации должен знать о пропускной способности, должен знать. Очевидно, что технологии RippleNet лучше, надежнее и жизнеспособнее, чем блокчейн Ethereum. Вот цитата. «Мы считаем, что долгосрочная жизнеспособность Ethereum зависит от его способности реализовать видение, изложенное в его дорожной карте, которая включает внедрение архитектуры сегментирования для значительного расширения пропускной способности». Банк Америки отметил, что платформа Ethereum с поддержкой смарт-контрактов дала ему преимущество в первом шаге, поскольку разработчики приложений тяготели к этой платформе, что привело к сетевым эффектам по мере роста числа конечных пользователей децентрализованных приложений или DEPS. Однако этот ранний успех оказался палкой о двух концах, поскольку большое количество транзакций привело к перегрузке сети и резкому росту комиссионных за транзакции. Так что, опять же, существуют и другие сборы. Существует так много других причин, по которым Ethereum, вероятно, не является лучшим выбором для банков, и, возможно, почему правительство Соединенных Штатов все еще пытается воздержаться от внедрения криптографии. Если вы, ребята, не видели видео, которое я снял вчера, я приведу ссылку на него здесь, в правом верхнем углу. В этом видео я показал отрывок из выступления Кейтлин Лонг. Она в основном объясняла, что делает правительство и почему на самом деле в этом нет особого смысла. Так вот, вокруг этого вопроса вращается несколько теорий, которых я коснулся. Есть и хорошие, и плохие, и уродливые. А что хорошо для ходлеров XRP, как вы знаете, может быть и не так уж здорово. Но в конце концов то, как будет выглядеть ландшафт, будет модернизировано. Я так думаю. Я не думаю, что мы навсегда останемся в каменном веке. Так что если вас, ребята, интересуют подобные вещи, я действительно советую вам посмотреть это видео. Я хотел бы продолжать двигаться вперед. Так получилось, что я случайно увидел это сообщение от XRP Ibex или Bix здесь в Twitter. Он опубликовал этот клип от CryptoHulk, так что я должен отдать должное CryptoHulk за это. Я не видел этого до недавнего времени, это было примерно 1,5 недели назад. Компания NEP завершила свою первую в мире трансграничную транзакцию стейблкоинов. Таким образом, компания NEP завершила межбанковскую трансграничную транзакцию с использованием стейблкоина, выпущенного NEP, который представляет собой первую в мире транзакцию крупного финансового учреждения на публичном блокчейне первого уровня. Эта пилотная транзакция на общедоступном и неограниченном блокчейне Ethereum включала развертывание смарт-контрактов стейблкоин для 7 основных мировых валют. Успех пилотного проекта демонстрирует потенциал сокращения трансграничных транзакций с нескольких дней до нескольких минут и приблизит NEP на один шаг к тому, чтобы предоставить клиентам, работающим в нескольких юрисдикциях и валютах, более простой и быстрый опыт, начиная с корпоративных и институциональных клиентов. И еще у нас здесь есть цитата. «Мы стремимся использовать правильные возможности использования цифровых активов с очевидными преимуществами для клиентов». Вывод на рынок мультивалютных стабильных монет демонстрирует нацеленность NEP на упрощение международных банковских протоколов для повышения скорости и прозрачности, при одновременном снижении затрат и снижении сложности для клиентов. Они также продолжают здесь говорить, что мы считаем, что элементы будущего финансов будут поддерживаться блокчейном, и мы уже стали свидетелями быстрых изменений на рынке токенизации. Существующие у нас строгие рамки управления гарантируют, что мы сможем поддержать создание безопасной и надежной цифровой финансовой системы. А теперь обратите внимание, что здесь действительно говорится о блокчейне Ethereum без каких-либо ограничений. Однако, если вы помните, примерно год назад круг партнеров Ripple расширялся по мере того, как SIP и NEP присоединялись к RippleNet. Итак, с 2022 года Канадский имперский коммерческий банк и Австралийский национальный банк Австралии присоединяются к сети RippleNet, чтобы использовать ее все более популярное блокчейн-решение для трансграничных платежей и расчетов. Ребята, это та самая Набу, о которой мы сейчас говорим год спустя. Еще одна вещь, на которую я должен обратить здесь внимание, бывший исполнительный директор Ripple, возглавляющий австралийский проект CBD. Так вот, это повторяется с прошлого года, и я имею в виду, что в момент появления этой информации мы говорили об этом в прошлом году. Однако это хорошее напоминание о том, кто связан
связан с этим проектом. Пилотный проект Центрального банка Австралии по цифровым финансовым инновациям в области цифровых валют объявил о своем пилотном проекте CBD и Delhi Pro, который внес свой вклад в реестр XRP Ripple, децентрализованный блокчейн с открытым исходным кодом для банковского и финансового рынка. Считает, что система расчетов в реальном времени на основе XRP может использоваться с CBD. Так вот, на самом деле именно Delhi Pro возглавляет эту работу исполнительного директора компании Ripple. Так что это действительно интересно, не так ли? Мы наблюдаем все эти события по всему миру, в Австралии и некоторых частях Европы. Многие страны Азии уже работают с технологией блокчейн. И еще раз повторяю, если вы, ребята, не видели видео, которое я сделал вчера, правительство США настойчиво пытается подавить инновации. И я думаю, что мы получаем больше информации о причинах этого. Мы тоже часто замечаем подобные вещи. Комиссия по ценным бумагам и биржам США предупреждает инвесторов о рисках, связанных с приобретением ценных бумаг криптоактивов. Так что это просто своего рода общее предупреждение о троллинге, я думаю, для людей. Это сообщение появилось 23 числа. Комиссия по ценным бумагам и биржам США в четверг выпустила предупреждение инвесторам, призывающее проявлять осторожность в отношении ценных бумаг криптоактивов, предупреждая, что фирмы, предлагающие криптоинвестиции, могут не соблюдать законы США. Так что, по сути дела, вы просто выходите и говорите людям, что воздержитесь от покупок криптовалюты, иначе вы можете оказаться в небезопасной ситуации. Комиссия по ценным бумагам и биржам США заявила, что незарегистрированные предложения ценных бумаг с криптоактивами могут не предоставить инвесторам важной информации для принятия обоснованных решений, включая проверенную финансовую отчетность. Так что, как я уже сказал, это просто своего рода общее заявление, направленное на троллинг всех подряд. Я имею в виду, что если ты относишься к тому типу людей, которые заинтересованы в криптовалюте, ты найдешь способ ее приобрести, и тебе будет все равно, что говорит правительство. Я думаю, что это скорее заявление сделано для того, чтобы попытаться убедить массы не переходить на криптовалюты. Я имею в виду, что на данный момент мы все еще находимся на довольно ранней стадии развития событий, и ты знаешь, я не знаю, как долго этот обмен сообщениями будет оставаться в силе. Вероятно, до тех пор, пока у нас не будет какой-то нормативной ясности. Но ты же знаешь, что сейчас на самом деле не то время, когда люди собираются впадать в отчаяние. Такова общая рыночная капитализация криптовалюты в целом, и как вы, ребята, знаете, она достигла дна еще в ноябре, когда произошел обвал X. Мы действительно наблюдали за ситуацией на рынке, объем рынка в целом снизился примерно на 75%, а сейчас мы немного выросли. Так что сейчас у нас падение составило всего около 62%. Тем не менее, нам еще многое предстоит сделать. Я не думаю, что сейчас мы достигнем новых небывалых максимумов. Я имею в виду, что это не значит, что с этого момента мы не будем продолжать расти, но ты знаешь, просто вспомни, что произошло во время последнего забега. А также вспомни, что произошло здесь. Это было связано с прекращением работы из-за пивного гриппа. Я считаю, что это событие стало событием черного лебедя. Другими словами, БС. Черный лебедь равен БС. Так что я имею в виду, что некоторые могут посчитать это дном крипторынка. В декабре 2018 года мы наблюдали здесь хороший рывок вверх. Мы действительно наблюдали небольшой откат назад. Кто знает, что могло бы произойти, если бы с этого момента мы увидели, что рынок продолжает двигаться вверх. Но затем мы увидели событие черный лебедь. И с этого момента оно действительно продолжалось. Так что если ты действительно считаешь это событие аномалией, то бычий рост биткоина теоретически мог начаться в 2019 году. Хотя мы в значительной степени комментировали, что это неудачный год, учитывая, что мы действительно не вышли из кризиса до начала 2020 года. Тем не менее, независимо от того, был ли это 2019 или 2020 год, все равно прошло добрых 2-3 года, прежде чем мы увидели эти небывалые максимумы. Так что, ребята, еще раз повторяю, мы все еще находимся на очень-очень ранней стадии этого процесса. Комиссия по ценным бумагам и биржам США выходит с предупреждением о покупке криптоактивов. Я бы не сомневался, что они будут продвигать это сообщение в течение всего 2023 года и далее. В 2024 году мне тоже довелось увидеть это интересное событие, а также увидеть у этого парня несколько интересных новостей. Вот последние новости, касающиеся бывшего сотрудника Ripple Итана Макброу. Я, Йошикова, опубликовал вот это сообщение. Итан, который раньше работал в команде исследовательского отдела Ripple, переехавший в Coil, теперь присоединился к Ripple. Так что мы знаем, что компания Coil действительно пошла по пути Дронта. К сожалению, им не удалось добиться того, чтобы это сработало. Итан Макброу изначально работал в компании Ripple, а затем перешел в компанию Coil. Он направлялся вверх по спирали, а теперь возвращается в Ripple. Так что я просто хочу показать тебе, что ты знаешь, что талант есть талант, и ты знаешь, что хотя они и не смогли добиться успеха, он все равно, скорее всего, будет работать в каком-то качестве с XRP. Так вот, у меня есть несколько интересных новостей от Эмми Йосиковой, о которых я просто хотел рассказать. А еще мне посчастливилось увидеть, как эти ребята из XRP Crypto Wolf получают торговые вознаграждения от сингапурской биржи. Изначально я думал, что это немного правдивое утверждение, но, ребята, это еще одна сингапурская биржа. Сингапурская биржа Max Global объявила о вознаграждении трейдеров XRP. Недавно запущенное мероприятие по майнингу Trade позволит пользователям торговать выбранными парами токенов XRP и делиться соответствующим призовым фондом. Итак, ребята, вот официальное заявление компании. 10 человек разыгрывают приз в размере $10, чтобы отпраздновать событие по майнингу Trade с помощью XRP. Всего можно получить 6500 NARP. Чтобы принять участие, вам просто нужно следовать приведенным здесь правилам. Подробная информация приведена по этой ссылке, так что я приведу ссылку на это в описании видео, если вам, ребята, будет интересно. Общий призовой фонд составляет 6,5 миллиона токенов XRP, акция продлится с 22 по 24 марта. В
оба дня 50% от общего призового фонда, который составляет $3,25. XRP будут распределяться ежедневно и автоматически распределяться между учетными записями пользователей. Ведущая биржа Max Global, расположенная в Сингапуре и зарегистрированная в штате Виктория, Сейшельские острова, также объявила о поддержке airdrop Quorum, в рамках которого 50 миллионов токенов XCore и опционных токенов с ценой исполнения опциона в $10 будут переданы ходлерам Solou XRP. Так вот, ребята, вот вам и последние новости по этому поводу. Однако, к сожалению, я действительно думаю, что эта дата уже прошла. Я только сейчас начинаю это понимать. Тем не менее, интересно видеть, что поддержка криптовалют XRP по-прежнему процветает и продолжает процветать в некоторых из этих азиатских стран. Я хотел бы поблагодарить криптоволк XRP за то, что он обратил на это внимание. Мейсон здесь в Твиттере также опубликовал следующее сообщение: «Хорошо, это создатель алгоритма Сильвия Макали, хорошо он сравнивает крипторынки в Соединенных Штатах. После того, как спекуляции утихнут, засияет настоящая мощная технология, и алгоритм станет частью этого процесса». Послушайте, что он хочет сказать в этом интервью, опубликованном на прошлой неделе в рамках Парижской недели блокчейна. Прямо сейчас потенциал блокчейна действительно остается неиспользованным, не так ли? Так что да, есть приложения, которые действительно заслуживают того, чтобы быть включенными в цепочку, но мы делаем очень мало. Так что мы все еще переживаем большую волну спекуляций. И, кстати, в этом нет ничего плохого. Исторически сложилось так, что спекулянт займет первое место, не так ли? Америка занимала первое место среди всех конкистадоров Орландо, а затем стала великим финансовым двигателем мира. Она так похожа на Калифорнию. Это была золотая лихорадка. Калифорния – это центр экономической мощи. Но какие будут спекуляции, ты не можешь предсказать заранее. Но я верю, что после того, как спекуляции пойдут на спад, останется только технология блокчейн, и это невероятная транзакционная платформа, на которой все становится очень безопасным, очень дешевым, очень быстрым и необходимым для урегулирования. Просто не забывай, что 2+2 – это самое подходящее время для расчетов на финансовом рынке. T – это время совершения сделки, а 2 – количество дней, в течение которых необходимо произвести расчеты. За 2 дня может случиться все, что угодно. Россия может вторгнуться в Украину. Так что если есть большой риск, о котором нужно позаботиться, вместо того, чтобы преобразиться всего за 2 секунды, вау, что же может произойти за 2 секунды? Таким образом, мир становится намного лучше для всех. Так что я действительно верю в то, что технология будет иметь важное значение, и быть технологически уже готовым к дополнительной волне применения блокчейна в реальном мире. Вот что действительно имеет значение. Так вот, это-то и есть то, что действительно имеет значение. По сути дела, это укрепляет идею о том, что криптография – это всего лишь спекуляция. До сих пор это были только спекуляции. Однако ситуация кардинально изменится, и Elgant определенно станет частью этой новой системы. Мгновенный расчет. Очевидно, что Elgant – это один из тех токенов, которые очень быстро оплачиваются, а также очень доступная транзакция и экологически чистый токен. Он очень и очень похож на XRP XLM во многих отношениях. И он поднимает здесь хороший вопрос, не так ли? За 2 дня может произойти все, что угодно. В качестве примера можно привести вторжение в страну. И поэтому ты должен знать, что мы должны лучше уметь быстро принимать решения. И поэтому ты должен знать, что нынешняя система, над которой мы работаем, очевидно, просто недостаточно. И Сильвия Макали здесь повторяет то, что, как ты знаешь, мы слышали от таких парней, как Брэд Гарлингхаус и Дэвид Шварц. Это приведет к изменению всей системы, и ты же знаешь, что специальные монеты, по сути дела, исчезнут. Именно монеты, обладающие истинной ценностью, будут процветать на этом развивающемся рынке, в этом развивающемся мире, в котором мы живем, не только для финансирования, но и для множества различных новых приложений. Так что я хотел бы поблагодарить Мейсона за то, что он опубликовал это сообщение. Мы не так уж много слышим от Макали, так что мне приятно снова услышать его выступление на Парижской неделе блокчейна, основателя и создателя компании Elgant. Мы будем продолжать двигаться вперед. Ребята, более подробная информация о соучредителе компании Sologenic находится здесь. Хорошо, вот это сообщение от Визи из Nerd Nation распаковано. Соучредитель компании Sologenic говорит, что XRP может извлечь выгоду из возможностей смарт-контрактов Quorum. Поэтому он намекает на некоторые преимущества, связанные с совместимостью XRP и Quorum. Боб Расс недавно подчеркнул потенциальные преимущества взаимодействия между реестром XRP и фондом развития Sologenic Quorum. Вчера в своем твиттере Расс отметил, что интероперабельность Quorum позволяет пользователям переносить токен XRP и Solou на новый блокчейн. Следовательно, соучредитель Sologenic утверждает, что XRP выиграет от возможностей смарт-контрактов Quorum и технологии смарт-токенов. И вот что говорит Боб Росс. Примечательно отметить, что совместимость XRP с Quorum позволяет XRP Solou и в конечном счете другим токенам XRP получать доступ к блокчейну Quorum. Используя технологию интеллектуальных токенов Quorum,
Мы раскрываем безграничный потенциал для инновационных вариантов использования. О чем ты спрашиваешь? Ну что же, это позволяет выпускать токены, завернутые в смарт-контракты, чтобы эти токены могли самостоятельно выполнять программируемые действия. Это похоже на то, чего разработчики Xrpl Labs пытаются добиться с помощью крючков. Это небольшие коды, которые будут выполнять команды до или после транзакций XRP, поскольку на данный момент в Xrpl отсутствует функциональность смарт-контрактов. Но они действительно работают над этим. Примечательно, что Quorum — это не цепочка виртуальных машин Ethereum и не цепочка EVM. Вместо этого в нем используется популярный в экосистеме Cosmos движок веб-сборки, который позволяет создавать сценарии смарт-контрактов на нескольких языках программирования. Так вот, этот проект Quorum уже некоторое время вызывает ажиотаж вокруг этого вопроса. Я знаю, что некоторые из вас, ребята, скорее всего, действительно получили свои токены Xcore от этого десанта. Я действительно сделал этот комментарий на днях, когда завтра Quorum выйдет в прямой эфир. Не упусти свой шанс пройти квалификацию на участие в воздушном десанте. Но я также знаю, что я заметил в Твиттере, что люди, которые хотели продать свои токены Xcore на меньше, чем URL больше, чем, прекратили торговлю на Xcore. И они были не слишком довольны этим. Скажите мне в комментариях, поступали ли вы, ребята, точно так же, заметили ли вы то же самое со стороны компании Uphold, если бы вы пытались продавать товары на сайте Uphold. Я действительно хотел бы знать. Тем не менее, я имею в виду, что ты знаешь эти программы, эти проекты, они хотят, чтобы у тебя были их токены. Они вовсе не хотят, чтобы ты подставлял их ради быстрого заработка. Так что я имею в виду то же самое в случае с Flare Networks и XB. В настоящее время я все еще держу ставку на свои Flare и XB. Так что я имею в виду, что они пытаются создать стимулы для этого. Я не знаю, происходило ли что-то особенное с компанией World и компанией Quorum. Я имею в виду, что на этот счет я бы просто строил предположения. Тем не менее, здесь есть еще один проект, работающий на базе реестра XRP. Я приведу ссылку на это в описании, если вы, ребята, захотите прочитать остальную часть этой статьи, но хотели бы поблагодарить Узи за то, что он опубликовал это. Майкл Бранч, ребята, публикует здесь еще одно обновление, касающееся фонда XRP Ledger Foundation и того, как они только что выпустили обновленные списки ANLs, которые теперь могут похвастаться 36 валидаторами. Таким образом, число валидаторов в настоящее время увеличилось с 34 до 36. Группа сообщила сегодня в своем твиттере, что в последний раз, когда Xrpl обновлял свои списки ANLs, это было в январе. Именно тогда список был фактически сокращен с 35 до 34. В январе количество валидаторов, принадлежащих компании Ripple, было сокращено с 2 до 1 в соответствии с политикой компании один валидатор на организацию. В октябре фонд Xrpl первоначально сократил это число до 2 человек. Тем не менее, ребята, сейчас оно снова возросло до 36. Так что фонд XRP Ledger Foundation опубликовал вот это сообщение. Фонд опубликовал новый выпуск журнала ANL. Теперь в нашем списке насчитывается 36 валидаторов. Для наглядности список ANL представляет собой список валидаторов, и участники Xrpl надеются, что они не вступят в сговор против них. Хотя каждый участник сети может выбрать свой собственный список ANL, он обычно основывается на списке по умолчанию, составленном доверенным издателем. Так что вы знаете здесь еще несколько технических подробностей, если вас, ребята, интересуют функциональные возможности реестра XRP. Опять же, это не обязательно то, что интересует меня само по себе, но я подумал, что расскажу об этом вам, ребята, только потому, что это новости, связанные с Xrpl. И если вам, ребята, это интересно, я снова приведу ссылку на это в описании видео. Я имею в виду, что лично я больше заинтересован в том, чтобы это работало. Я хочу, чтобы все это работало. Я хочу, чтобы XRP был ценным, потому что этот материал так хорошо работает. Именно поэтому ты и знаешь, что я на него не какаю. Я действительно очень ценю разработчиков и ценю все это. Ты же знаешь, что многое из этого, как правило, не укладывается у меня в голове. Я заинтересован в том, чтобы зарабатывать деньги на этих проектах. И поэтому ты знаешь, что каждая крупица информации, которую я могу почерпнуть из этих различных проектов, ценна для меня. Потому что тогда я смогу принять решение относительно того, куда я хочу вложить свои доллары, куда я хочу инвестировать. И ты знаешь, вот почему я как бы сузил круг поисков до нескольких конкретных криптовалют, которые меня интересуют. В любом случае, здесь есть еще больше новостей для Xrpl, и я хотел бы поблагодарить Майкла Бранча за то, что он опубликовал это сообщение. Продолжайте в том же духе, ребята. Эндрю здесь в Твиттере публикует очень интересное сообщение от Swift. Хорошо, компания Swift действительно меняет свою структуру. Так вот, за последние несколько месяцев мы заметили, что компания Swift выглядит или пытается больше походить на Ripple.net. Несколько месяцев назад мы пошутили, что я снял видео, ссылка на которое находится здесь, в правом верхнем углу. Обратите внимание вот на что, ребята. Я мог бы увидеть потенциальное сотрудничество с использованием различных криптоактивов по котировкам. Это касается интероперабельности стандартов, торгового финансирования, ликвидности и шлюзов. Именно такие вещи Swift сейчас публикует в некоторых своих документах. Мы можем связать между собой несколько платформ токенизации и различные виды наличных платежей через единый шлюз. Так что это говорит о функциональной совместимости, не так ли? Вот здесь они приводят аналогию. Учитывая, что контейнеровозы перевозят 90% мировых грузов, морские перевозки являются источником жизненной силы международной торговли. Тем не менее, бесперебойному перемещению товаров препятствуют все эти бумажные волокиты между юрисдикциями с различными стандартами и законами. Таким образом, нам нужен единый стандарт, очевидно, стандарт ISO 2022, а также блокчейны, соответствующие требованиям стандарта, такие как Ripple.net и другие, которые станут надежным способом ведения бизнеса в этом отношении. Вот здесь мы даем банкам возможность обеспечить совместимость платежных требований с множеством различных видов программного обеспечения, которое связывает банковских и небанковских участников транзакций. Так что, на мой взгляд, это говорит о совместимости с технологиями DELT, такими как Ripple.net. Такой бесшовный процесс оплаты будет работать только в том случае, если все будут использовать новые стандарты и совместимость
совместимые технологии. Так что вот несколько замечаний Андерса в Твиттере. Я заметил, как компания Swift определенно изменила свой настрой за последние несколько лет. Я определенно не удивлен, учитывая, что XRP от Ripple.net станет одним из ведущих стандартов. Золотым стандартом финансовой современности, модернизирующим новую финансовую систему. Я так хотел поблагодарить его за то, что он опубликовал это сообщение. А еще обратите внимание, что этот парень из компании Cowboy Crypto. Хорошо, это экономический отчет, который только что опубликовал Белый дом, несмотря на их протесты о том, что они не хотят, знаете ли, менять технологию. Да, я еще раз имею в виду, что если ты не смотрел вчерашнее видео, я действительно советую тебе посмотреть его. Вот о чем они здесь говорят. Департаменты и агентства федерального правительства подготовили 9 отчетов, в которых рассматриваются последствия криптоактивов для клиентов, бизнеса, финансовой стабильности, национальной безопасности и физической среды. Так что, конечно же, так оно и есть, несмотря на то, что они говорят, изучение этих криптовалют, развитие криптоактивов и лежащих в их основе технологий распределенного реестра потенциально могут трансформировать отрасли промышленности и бизнес-модели. Признавая как потенциальные возможности, так и реальные риски, связанные с криптоактивами, в марте 2022 года президент Байден подписал указ, который назывался «Обеспечение ответственного развития цифровых активов». Поэтому перед администрацией была поставлена задача изучить различные аспекты воздействия этих новых активов на окружающую среду. В результате департаменты и ведомства федерального правительства подготовили 9 докладов, в которых анализируются последствия использования криптовалют для потребителей, бизнеса, финансовой стабильности, национальной безопасности и физической среды. И, ребята, взгляните на одну из криптовалют, одну из 4, которые они рассматривают конкретно здесь: биткоин, эфириум, BNB, Cardano, XRP. Так что XRP определенно находится здесь на радаре Белого дома. Это одна из 4 криптовалют, которые они действительно рассматривали в этом экономическом отчете, вышедшем всего несколько дней назад. Так что я подумал, что это было очень важно, учитывая то, что они, вы знаете, говорили с обеих сторон своего рта, с одной стороны говоря бра-бра-бра. Банковская система в порядке, мы не собираемся использовать XRP. Но с другой стороны, мы, конечно же, знаем, что происходит за закрытыми дверями. Об этом говорится в этом отчете, и, скорее всего, как только мы добьемся ясности, повествование изменится очень и очень быстро. На той же ноте, что и в экономическом отчете Белого дома, вот что написал Мета Лоуман в Твиттере. Я наткнулся на ключевое заявление, которое может оказаться полезным для компаний Ripple, XRP, Coinbase и других, подающих в суд на SEC. Еще одна вещь, о которой Белый дом наконец заявил в этом отчете: ребята, независимо от используемого ярлыка, криптоактив может быть, помимо прочего, ценной бумагой, товаром, производным финансовым инструментом или другим типом финансового продукта в зависимости от фактов и обстоятельств. Так что это может быть одна или несколько вещей, в зависимости от обстоятельств, но где же мы увидим доказательства? Доказательство кроется в пудинге. Факты, касающиеся варианта использования, и обстоятельства, связанные с этим вариантом использования. Я думаю, что это служит хорошим предзнаменованием для Ripple и XRP. У них уже есть такие веские аргументы в пользу этого варианта использования. И я имею в виду, учитывая, что Белый дом уже изучает XRP и лишь несколько других криптовалют, я думаю, что это откроет путь к внедрению XRP в Соединенных Штатах. И, возможно, даже JPM перейдет на эфириум и пойдет по пути своего конкурента Bank of America. Это всего лишь мое мнение, но я хочу услышать, что думаете вы, ребята. Пожалуйста, подпишитесь на канал, если вы еще этого не сделали, поставьте лайк этому видео, если вам нравится контент, который я предоставляю. Я всегда с удовольствием выслушиваю ваши комментарии. Увидимся в следующем выпуске, ребята.